Дуйко. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые прямо сейчас вы задаете на моем сайте tibetan-formula.com, а также в YouTube. Итак, сейчас открываю. Всё, и слышно. Ура. Все хорошо. Смотрю, здесь появилось-то. Сейчас посмотрим. Все, везде есть. Ура. Итак, вы прислали мне фотографию Балакубе Уви. Здравствуйте, Андрей Андреевич, с наступающим Новым годом вас и вашу семью. Скажите, как полечить псориаз на глазных веках? Ага, очень расширяется на лице, безумно чешется, все в микроранах, глаза слезятся и так далее. И прикладываете фотографию. Давайте я открою и посмотрю. Смотрите, вот то, что вы прислали, визуально на псориаз не похоже. У вас, скорее всего, герпес. Это у вас герпетическое заболевание, называется поверхностный эпителиальный кератит, или он у вас может быть еще и глубокий, стромальный кератит, и это все можно и нужно лечить. Ну и несколько таких, наверное, советов. Самое простое – это лечение противогерпетическими мазями. Это мази там герпивир, можно принимать амиксин, ацикловир, гропринозин. Можно принимать мой препарат, очень эффективный, называется ГВИ. Принимать его необходимо 2 таблетки 3 раза в день. Скорее всего, это перейдет в латентную форму. А вот для того, чтобы в дальнейшем не проявлялось, необходимо начинать обращать внимание на иммунитет. Пропить препарат Эмбрио Плюс и препарат Инстамакс. Вот так. Дальше. Так, ответил, да. Так что, конечно, не изотоном вы это не уберете. Вообще, народные способы – это использование ментольных мазей. Внешние такие проявления герпеса, они поддаются лечению, если использовать охлаждающие какие-либо мази. Такая, наверное, самая распространенная от герпеса мазь – это обычная вьетнамская звездочка желтого цвета. В ней находится высокое количество камфоры и натуральных аромамасел, корицы, базилика, розмарина и э, это эффективно, ментола, это очень эффективно, эвкалипта, это очень эффективно при лечении вот как раз данного заболевания. Будете, скорее всего, очень довольны при использовании, так, чтобы в глаз сам не попало. Людмила, добрый день, Андрей Андреевич, что бы вы мне посоветовали для повышения гормона ТТГ? У меня ТГ, и есть узлы в щитовидке, большое спасибо. Я считаю, что сама проблема повышения тиреотропного гормона обычно связана с появлением заболевания гипотиреоз и каким образом это необходимо лечить. Ну, как бы самый простой способ, и я заданный способ, это применение гормона L-тироксин. L-тироксин. Можно принимать его в дозировке L-тироксин там 50 миллиграмм, микрограмм, принимать по одной таблетке 2 раза в день после приема пищи. Какое время принимать? На протяжении, ну, хотя бы 2 месяцев. Дело в том, что таким образом вы заметно улучшите общее состояние. Почему? Дело в том, что большое количество людей сами не знают, что они страдают заболеваниями гипофункции щитовидной железы с повышением тиреотропного гормона. И, как правило, такое повышение тиреотропного гормона проявляется такими симптомами, как замерзание, то есть человек начинает зябнуть, то есть все время холодно, причем это даже не холодно, а такое ощущение, как будто зябкость, то есть хочется укутаться, хочется побольше, хочется в тепло, теплый душ очень нравится, а летом
я это называю таким необычным симптомом, это мыльное вспотевание. То есть у человека появляется ощущение при вспотевании покалывания, и сам пот такой, он очень неприятный, как бы особенность такая, человек ощущает как покалывание. Нестандартное проявление понижающегося, сниженного тиреотропного, повышенного, вернее, тиреотропного гормона, может быть еще и ощущение, не ощущение, а в крови мы это можем видеть как высокое количество холестерина. То есть холестерин может повышаться, человек может визуально поправляться, может происходить отек общий, особенно в утреннее время. И применение как раз L-тироксина очень эффективно помогает справиться вот с данной такой проблемой. От меня какие препараты компании "Тибетская формула" я бы вам рекомендовал. Ну, первое — это препараты с горечами. Есть исследования, которые утверждают, что применение любых горечей или горьких растений, или экстрактов горьких растений стимулирует иммунитет человека, ну и благополучно или благотворно влияет в дальнейшем на саму функцию щитовидной железы. В моей компании это препарат Марум Дуйко. Принимать по чайной ложке 2-3 раза в день. Это будет стимулировать иммунитет, улучшит общие показатели щитовидной железы. Ну и мой препарат D3 йод и витамин D3, а также препараты для стимуляции иммунитета. Это может быть Instamax или Embryo Plus. Это препараты для стимуляции иммунитета при даже таком незначительном снижении и таком небольшом иммунном дефиците, за счет которого и повышается ТТГ. Какие еще есть симптомы? Утомляемость к холоду вот сейчас может быть, увеличение лишнего веса, чувствительность к холоду и даже аллергия при появлении там холодного ветра и так далее. Это все может быть проявлением гипофункции щитовидной железы. Ну и набор веса, чувствительность и неприятные ощущения при недостаточность обмена веществ, скорость обмена веществ и так далее. Узлы, упадок сил, запоры, плохое настроение, затуманенность восприятия, усталость, невозможность утром проснуться, зябкость — это все симптомы гипофункции щитовидной железы. Увеличение и использование препарата L-тироксин, а также дополнительное введение препарата йода. Это может быть йодик с моей компании, кстати, очень рекомендую. Если у вас есть такие симптомы, смело принимайте. Существует исследование японских ученых, которые утверждают, что человек не может при использовании в высоком количестве препаратов йода заболеть заболеванием гиперфункции щитовидной железы. И считается, что отравление йодом не приводит человека к появлению гиперфункции щитовидной железы, так как это считается не заболеванием щитовидной железы, а заболеванием гипофиза, заболеваниям иммунным и так далее. То есть это обмен йода в организме, а гипофункция — это недостаточность йода в организме, гиперфункция — это переизбыток йода в организме. Таким образом, но это не связано с самим йодом, это связано с его усвоением. И ошибочное положение у эндокринологов, которые на сегодняшний день говорят, что использование йода при гипофункции щитовидной железы не всегда благополучно. Я могу сказать, это ошибочное положение. Есть ряд работ, которые утверждают, что в любом виде применения йод, содержащих биологически активных добавок при заболеваниях гипофункции щитовидной железы и даже узлов щитовидной железы, при любых заболеваниях щитовидной железы, кроме гиперфункции щитовидной железы,
показано применение йод содержащих продуктов или биологически активных добавок. В нашей компании мной разработан препарат Йодикс 1000. Принимать можно 1 таблетка 2 раза в день. Вы сможете за счет этого снизить холестерин, убрать синдромы ощущения зябкости, убрать синдромы усталости, ну и, в общем-то, улучшить общее настроение. Буквально вчера встречался с женщиной, она говорит, я все время зябну, у меня все время ощущение усталости, все время плохое настроение, и никак не могу с этим справиться. И я ей говорю, скорее всего, это у вас связано с гипофункцией щитовидной железы. Она говорит, странно, я даже в эту сторону никогда не обращала никакого внимания. Я говорю, а у вас поднимается холестерин, повышается? Она говорит, да, у меня повышается холестерин, у меня повышен, я пью препараты для снижения холестерина. Ей говорю, послушайте, проведите исследования, сдайте Т3, ТТГ, Т4 гормоны и от ТТПО и проверьте, нет ли у вас заболевания щитовидной железы. Также в моей компании разработан препарат, он называется он Теротозин, это препарат от узлов щитовидной железы, и тоже рекомендую принимать как общеукрепляющее средство, как средство, помогающее снизить узлы или возникновение узлов щитовидной железы, в общем-то, препарат общего действия. Наталья Октябрьская, подскажите, пожалуйста, чем можно поднять ферритин и уменьшить глюкозу, инсулин? И еще гипертония и аритмия. Сейчас пью триплексам, бисопролол, апимокс, кунзим, лизоцим. Спасибо, пожалуйста. Смотрите, в случае, если у вас глюкоза повышенная, то можно принимать препараты для снижения глюкозы. Это препараты, которые применяют при сахарном диабете 2 типа. В моей компании это препарат глюконорм по 2 таблетки 2 раза в день, бетаин 1 таблетка 2 раза в день и гликоцитрохромин по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Хочу вам напомнить мою рекомендацию. Я когда-то рекомендовал применять каолин, 1 чайная ложка на пол-литра теплой воды и вот эти пол-литра на протяжении дня выпивать. Таким образом снижается глюкоза, улучшается общее состояние кишечника, в том числе и улучшит показатели ферритина, так как, скорее всего, это все связано с тем, что появляются как раз проблемы повышения кислотности, скорее всего, в двенадцатиперстной кишке, в толстой кишке, и за счет этого происходят все вот эти появляющиеся проблемы в том числе. Роза, с наступающим Новым годом, счастья, благодарность, спасибо, принимаю эмбрио и инстамак, спасибо, очень болит правая рука, особенно пальцы. Скажите, пожалуйста, в вашем случае это, скорее всего, ущемление шейного отдела, скорее всего, это остеохондроз. Каким образом устраняется остеохондроз? Поможет массаж. Прямо массаж, причем массаж такой глубокий, найдите массажиста и пусть он промассажирует. Желательно даже, чтобы это было с мазями, которые разогревают. То есть это может быть с камфорным спиртом. Какие есть народные способы? Остеохондроз, как правило, связан с тем, что появляется воспаление мягких тканей, миозит. Также остеохондроз– это ущемление и воспаление хрящевой ткани позвоночника. И устранить такое воспаление поможет обычные аппликации с обычным нашатырным спиртом. Вот смотрите, если продуло, то камфорный спирт. Если так появилось и не знаете, что делать, то нашатырный спирт. Нашатырным спиртом натирать 1, 2, 3 раза в день. Это очень эффективно. Также массаж. Массажом, допустим, с мазью Габбана или золотым бальзамом Дуйко можно устранить данную проблему за 1 раз. Но делать так массаж, чтобы было чувствительно и болезненно. Марина спрашивает: здравствуйте, Андрей Андреевич, сильный шум в голове у взрослого человека и трясутся руки. Чем помочь СТФ? Я бы на самом деле вначале бы поставил диагноз, то есть на что бы я опирался. Определить, какое заболевание, скорее всего, это заболевание, возможно, Альцгеймера, развивающееся или Паркинсона.
или какие-либо другие заболевания, связанные, может быть, там с там вестибулярной дистонией какой-нибудь, ну, в общем, какие-либо заболевания, связанные с сосудами, коронарными или шейного отдела позвоночника. И какие при этом, ну и какой диагноз при этом необходимо поставить, так как это может быть синдромом стеноза сосудов, это может быть на фоне пониженного давления или повышенного давления. Это может быть на фоне диабета второго типа и так далее. То есть это как раз не показатели. Но здесь вы сказали о сильном шуме в голове. И в случае, если есть сильный шум в голове, то вот что необходимо делать. А, При шуме в голове я рекомендую все-таки начинать действовать такими препаратами, которые могут повлиять на общее состояние сосудов в организме. То есть это, скорее всего, шум появляется на фоне общего атеросклероза, как бы общего заболевания атеросклероз. За счет этого, возможно, повышается давление, то есть все равно необходимо провести исследование. И какими препаратами устранять, какими препаратами устранять атеросклероз. Есть препарат в компании атеросклеропатин, а также витамин омега-3. Вот в нашей компании есть коэнзим Q10 и омега-3. Можно давать коэнзим Q10 и омега-3. Если поискать, если поискать в интернете генератор звуковых частот и на генераторе звуковых частот начать медленно, включая этот генератор, изменять частоты, они добавляются по одной частоте, плюсуются, и прислушиваться к своему шуму, то в тот момент, когда ваш шум будет совпадать с частотой, которая вырабатывается генератором, то вы прямо ощутите в своем теле такое, можно сказать, неприятное чувство. Такое неприятное чувство можно будет нащупать руками в виде либо точки, либо узла, либо такого дребезжания даже, которое будет находиться либо за ухом, либо на уровне шеи, либо в передней части лица. Что необходимо сделать? Когда это произойдет, и вы генератором нащупаете, если так можно сказать, то есть ощутите резонанс звука, который создает этот генератор с вашим шумом, в этот момент начните, запомните, где находится это место, и постукивайте по этому месту. Или массажируйте это место. Если так делать, то очень быстро, если 2 раза в день делать так, то на протяжении где-то от 10 до 30 дней можно избавиться от шума в ушах. Вот такая может быть. Ага, ЛНТ Альцгеймера. Супер. Смотрите, в случае, если развивается Альцгеймера, есть сейчас, я думаю, что он получает терапию, то есть вам там необходимо, чтобы невролог назначил терапию, это препараты мамантина, возможно, там Абикса или Пекамерц, и начать принимать эти препараты. Со своей стороны я хочу сказать, что заметный эффект улучшения общего состояния при заболевании Альцгеймера и при заболевании Паркинсона, как правило, заметно улучшенное воздействие общей терапии появляется в тот момент, когда человек принимает как бы две терапии. Первое – это стимуляция иммунитета, и второе – это увеличение употребления биологически активных веществ с высоким содержанием магния. В нашей компании есть такой препарат. Это препарат с высоким содержанием магния, цинка и меди. Я сказал магния неправильно, меди. Магния, цинка и меди. И данный препарат называется алгоцин. Каким образом его принимать? При Паркинсоне, при Альцгеймера принимать его необходимо так. 1 чайная ложка данного препарата, он в жидкой форме, разводится на 1 стакан холодной воды. Принимать необходимо строго, маленькими глотками, не сразу залпом, после приема пищи. То есть
по чуть-чуть. Его нельзя сразу залпом выпивать и по чуть-чуть его на протяжении дня принимать. 2 стакана можно принимать. В случае, если вес больше 100 килограмм, можно принимать 3 стакана. Соответственно, 1 чайную ложку 3 раза в день. Эффект заметен уже после первого дня приема. Препараты, которые назначает при этом врач, отменять не стоит, но эффект такой общий терапевтический, очень заметный и очень наглядный. Эффект прямо на первый, второй, буквально третий день уже проявляется. Очень заметно. Так, сказал, да? Таня Комарчук. Здравствуйте, болею, сахарный диабет первого типа. Приобрела бетулиновую кислоту, бетулин эмбрио плюс. Подскажите, как принимать с уважением? Необходимо принимать бетулиновую кислоту 1 таблетка 2 раза в день. Бетулин 1 таблетка 2 раза в день. Эмбрио плюс 1 таблетка тоже 2 раза в день. Каким можно их прямо совмещать? Принимать лучше, по моему мнению, до приема пищи, а вечером перед самым сном. Также я хочу сказать, что дополнительно хорошо было бы принимать препараты с высоким содержанием, ам, ам, можно принимать дополнительно омега-3. Дополнительно омега-3. Также хочу сказать, что диета при сахарном диабете первого типа, в случае, если холестерин не повышен, то очень рекомендую применять диету с повышенным содержанием жиров. Не обязательно животных, это может быть там дополнительное применение там оливкового масла или льняного масла или арахисового масла. Кстати, Эдгар Кейси в свое время советовал в снятии своей информации людям, которые болеют сахарным диабетом первого типа, принимать дополнительно к рациону питания пищевую добавку арахисовое масло и миндальное масло. Он советовал это принимать по 25 грамм 2 раза в день. Ну, я могу сказать, что данный совет я когда-то давал на вебинарах, и в дальнейшем люди говорили, что да, действительно, Андрей Андреевич очень хорошо работает, и снижаются показатели и глюкозы, и уменьшаются показатели, улучшаются показатели инсулина и так далее. Не отменяю общую терапию. Так, подскажите, чем лечить грыжи пищевода, колени, спина, грыжа, полнота, инвалидка с Казахстана? Смотрите, прежде всего нужно четко просто для себя понимать, что грыжа пищевода является одним из заболеваний ам, ам, отверстия диафрагмы. И самый простой метод избавления, по моему мнению, это все-таки оперативное вмешательство. То есть я считаю, что оперативно устранив данную проблему, можно тотально и навсегда избавиться от данного заболевания. Оперативно это очень, ну, конечно, сложно, но все равно данные операции их проводят постоянно, они достаточно такие технически обоснованные и не очень сложные, ну, поскольку. И я хочу сказать, что это такой вот метод. Можно ли каким-либо способом в домашних условиях вылечить грыжу пищевода? В случае, если у вас грыжа пищевода и она имеет, там, они же разного вида, есть грыжа пищеводного отверстия, есть грыжа диафрагмальная, ну и так далее. И это может быть связано с асцитом, то есть это в забрюшинной полости, вернее, накапливается жидкость. Тогда можно принимать препарат, кстати, нашей компании Асцимид. Кстати, великолепный препарат для тех, у кого есть ощущение, будто живот отекает. Очень часто при сахарном диабете второго типа, при панкреатите, при недостаточности гормонов, при воспалительных процессах
кортикостероидных гормонов, при воспалении, наверное, коры надпочечников, при заболеваниях пилонефрит, при заболеваниях атеросклероз, может появляться ощущение, будто живот вздувает или он отекает. При этом нет ни диспепсии, нет ни отрыжки, а вот живот просто висит. Я рекомендую в это время, это может быть связано еще и с грыжой пищевода, это может быть связано просто с каким-либо заболеванием, допустим, там гастроэзофагиальная болезнь, или там панкреатит, или какие-либо заболевания, связанные с желудком, гастрит, эзофагит. И это все может приводить к появлению асцита. Вот для того, чтобы справиться с асцитом, также это может быть просто на фоне аллергической реакции, иммунный ответ, аллергический ответ на пищевую аллергию. И как с этим справиться? Есть великолепный препарат, называется асцимид. Принимая асцимид по 2 таблетки 3 раза в день, живот вздутие живота исчезает, и, в общем-то, это всегда очень удивляет. Очень рекомендую людям, у которых есть такой диагноз, как сахарный диабет второго типа, который, как правило, проявляется в том, что появляется отек живота. Ну, а для вас хочу сказать, итак, грыжу пищевода я сказал, что хорошо было бы это оперативно справиться с данным заболеванием. А вот то, что вы говорите, колени, спина, грыжа, полнота, это все связано, скорее всего, с тем, что вы неправильно питаетесь. Вероятнее всего, ваше питание связано с большим количеством жиров, мясной пищи, с малой подвижностью. И я могу порекомендовать вам как бы вот сразу же. Это лечебное голодание. То есть выберите один день и начните в этот день голодать. Пейте воду, голодайте 1 или 2 раза для того, чтобы максимально снизить свой вес. Также обязательно проведите исследование наличия инсулина в крови. В случае, если инсулин у вас немного повышен, это будет говорить о том, что вы болеете сахарным диабетом второго типа. Вообще хочу сказать, что переходите на инсулинорезистентную диету. Это диета, в которой человек старается минимально употреблять углеводы, минимально при этом ограничивать употребление углеводов, то есть это продукты питания из теста, продукты питания, там, сахара, даже фрукты максимально уменьшаются в приеме, то есть, и это необходимо делать на протяжении хотя бы 7-8 месяцев. Я могу сказать, что такая диета действительно себя очень зарекомендовала. Где подробнее можно об этом услышать? Перейдите на YouTube канал, который называется Андрей Дуйко «Спасительные рецепты» или «Тибетская формула спасительные рецепты». И найдите мой вебинар, который называется «Инсулинорезистентность». Инсулинорезистентность и дальше Дуйко напишите. И будет несколько моих таких циклов, где я рассказываю о тех заболеваниях, которые возникают в ходе увеличения инсулина у человека, как это внешне проявляется, какие симптомы, как это развивается и на что это влияет. И вы найдете, там же я рассказываю о диете, о том, какие существуют виды дыхания, которые могут снизить такую инсулинорезистентность, снизить инсулин. Это фактически такие виды и дыхания, определенные пассивные упражнения и определенный прием там, продуктов в определенное время. И есть специальные разработанные технологии или системы, даже препараты, о которых я говорю, которые могут снизить вес, естественно, убрать сахарный диабет второго типа. Это полечит вам и колени, и сможет помочь вам или устранит вам грыжи, которые есть позвоночные, и то, что вы сказали, полнота и так далее. В случае, если необходимо дополнительное введение препаратов для лечения сахарного диабета второго типа, обратиться можно к эндокринологу, пусть назначит препараты, там, глюкофаж или диабетон, или метформин и так далее. Ну и полечить. Но, а так, если не хочется лечиться, ну, от себя хочу сказать, что максимально снижение употребления углеводов. При грыже пищевода необходимо еще и жиры устранять, то есть следить за тем, чтобы не было повышения кислотности. И
Вот таким образом перейти на диету. Диета такая должна быть очень устойчивая, то есть это питание через каждые, допустим, там. Вообще я рекомендую для вас одноразовое питание. Хоть, наверное, кто-то мне скажет, так нельзя, но я вот рекомендую одноразовое питание так, чтобы у вас было, естественно, где-то 100 грамм белка, где-то 200 грамм можно углеводов. И углеводы я имею в виду салаты, там кальраби, капуста. И можно где-то 50 граммов жиров. Ну, вот так. Жизнь после инсульта. Здравствуйте, Андрей Андреевич, с наступающим Новым годом. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне открыть YouTube канал? Конечно, каждому человеку стоит. Но он же у вас открыт, и вы им активно пользуетесь. Ну, конечно, стоит. Как лечить псориаз? Есть мой семинар, он называется «Как лечить псориаз», найдите его в YouTube. Тем не менее, хочу сказать, что очень зарекомендовал себя мой бальзам, который называется Изотон. И использование изотона в ходе лечения очень эффективно. Также есть сейчас мазь такая в моей компании, я ее сделал недавно, она называется Родопи. Буквально несколько дней назад человек мне звонил и говорит: Андрей Андреевич, ваша мазь потрясающая, потому что болел псориазом, даже остатков не пооставалось, все полностью посходило. Прямо на глазах мажешь, и через 2-3 часа гладкая кожа. Андрей Андреевич, даже если это не помогает, то жизнь моя налаживается, и, в общем-то, как долго можно пользоваться. Данная мазь совершенно безопасная, очень эффективная, взята или была подарена, рецепт был подарен болгарским целителям, мной был воссоздан, и сейчас, после проведения исследований данной мази, сейчас его можно приобрести на моем сайте tibetan-formula.com. Мазь называется Родопи. Или изотоновым бальзамом смазывать. С Рождеством! Спасибо! Здравствуйте. Мужчина болит бронхиальной астмой, 22 года, принимает гормоны. Какие препараты АТФ? Первый препарат называется Тарантел. Я считаю, что бронхиальная астма является заболеванием аллергического происхождения. И мое мнение, ну, опять-таки хочу сказать, что оно не медицинское, но связано с большим опытом приема людей, который у меня достаточно большой, наверное, более 12 лет. И я хочу вам сказать, что, как ни странно, увеличение кислотности, увеличение кислотности желудочно-кишечного тракта обычно приводит к купированию в дальнейшем аллергии у человека, а снижение кислотности обычно приводит к появлению данного заболевания. Как определить, повышенная у вас кислотность или пониженная? Итак, при пониженной кислотности у человека появляется плохой запах изо рта. Как правило, это запах гниения. Это может быть симптомами гастроэзофагиального рефлюкса, ГЭРБ. Также могут проявляться запоры. Что такому человеку я бы рекомендовал? Вот человек, у которого запоры, у человека, у которого вот так проявляется данное заболевание, вот у него аллергии не может быть. А у человека, у которого диспепсия, допустим, там диарея, там ожирение, развивается сахарный диабет второго типа, у него может быть аллергия. Почему? У такого человека обычно аллергия вызывается тем, что у него недостаточно невысокая кислотность, ему нужно стимулировать эту кислотность. Каким образом стимулировать? Нельзя принимать щелочную воду, но можно принимать, очень хорошо принимать воду минеральную с
с хлоридами натрия. То есть это может быть Миргородская в Украине вода, она соленый вкус имеет. Это может быть Куяльник, то есть с высоким содержанием хлоридов натрия. Также можно принимать соду пищевую. Как работает сода пищевая? Двууглекислый натрий является солью. И прием данного вещества обычно влияет таким образом. Попадая в наш желудок, соединяется с H-хлором, соляной кислотой, образует натрий-хлор, это соль поваренная, дальше образует С2, то есть углекислый газ, и образует H2O. То есть фактически можно сказать, что в тот момент, когда человек принимает при повышенной кислотности соду, то он думает, что сода повышает кислотность или понижает. И многие мне скажут: Андрей Андреевич, сода кислотность понижает, потому что это является щелочью. Так вот, я вам хочу сказать, это не так. И это в большинстве случаев не так. Почему? Дело в том, что когда в желудок попадает соль, то она стимулирует очень сильно, стимулирует выделение соляной кислоты. А также, когда углекислый газ попадает нам в желудок, он тоже стимулирует выделение соляной кислоты. Таким образом, когда вы пьете соду, то сода приводит к тому, что у вас выделяется соляная кислота за счет стимуляции углекислым газом и за счет стимуляции солью, которая вступает в реакцию с соляной кислотой. Таким образом, можно сказать, что те люди, которые считают, что у них сниженная кислотность, вернее, повышенная кислотность, и при этом принимают поваренную соду, должны знать, что, скорее всего, это будет повышать кислотность их желудка. Таким образом, вернемся к теме. Как я уже сказал, по моему мнению, при астме, я считаю, астма – это пониженная кислотность. И при астме я рекомендую пить минеральную воду, потому что в ней находится углекислый газ, который будет стимулировать и выделять соляную кислоту. Прием дополнительного количества, небольшого количества поваренной соды, поваренной соли. Такая поваренная соль просто на кончике ножа там 2-3 раза в день будет стимулировать выделение соляной кислоты. Это все в комплексе, как ни странно, очень благополучно и очень эффективно снижает приступы бронхиальной астмы, а также устраняет аллергии, которые являются тем, что приводит к появлению самой астмы. Поэтому обычная сода, обычная поваренная соль способна помочь человеку справиться с бронхиальной астмой. Вот так. Ну и, конечно же, в случае, если это заболевание уже очень развито, то есть смысл все же использовать препараты медицинские, это препараты, расширяющие альвеолы, это препараты там Веротекс, это сальбутамол, аналоги, там астмопен, осмопент и так далее. То есть это ингаляторы, которые будут приводить к расширению легких. Ну что ж, какие из моих препаратов могут помочь? В нашей компании разработан препарат Тарантел. Я его рекомендую при заболеваниях астмы принимать 2 таблетки 3 раза в день, принимать на протяжении где-то, наверное, 6-7 месяцев. Также я хочу сказать, что есть необычное эзотерическое понимание. Я считаю, это только мое мнение, я его не навязываю и хочу сказать, что оно не медицинское. Я считаю, что люди, у которых есть астма, обычно имеют проклятие. То есть это проклятие ненависти, которое был либо сам человек кого-то ненавидел там и сказал, чтобы ты там тебе что-то там случилось, и такое проклятие на человеке. И вот такое проклятие может вот таким образом создавать вот такие условия появления данного заболевания. У меня на моем канале Дуйко есть шум, он называется шум от проклятий. И второй шум – это шум от астмы. Если их слушать, то
очень заметное и быстрое облегчение приходит. То есть, а, допустим, человек вышел на улицу, ветер холодный подул, у него начался астматический приступ, или на протяжении дня там приступы случаются там 3-4, там 5 раз, то есть частые приступы. Если начинать слушать данный шум там по 5 минут, по 10 минут, то за одну неделю будет виден уже выраженный эффект. Ну, а если не помогает, не нужно писать: "Мне не помогло, пошел ты в баню, ты мое время потратил". Я хочу вам сказать, что, скорее всего, и будут люди, которым это наверняка помогает, точно так же, как и найдутся люди, которым не помогает. Дело в том, что провести исследование и сказать, почему на одних это воздействует таким образом, а на других как-то по-другому, у меня такой возможности нет. Я это сделал бесплатно, данные шумы не монетизируются, найдите их. Это особенности влияния на человека определенных частот, звуковых колебаний. Это сейчас исследуется. Есть мичиганские, массачусетские институты технологические, которые сейчас, ну, длительное время, уже больше 30 лет исследуют влияние вот таких звуковых колебаний на человека и там на вирусы и так далее. Но, в общем-то, есть такие люди, как я, которые, может быть, быстрее развивают эту тему, ну и, в общем-то, имеют свои какие-то уже результаты. Я это сделал совершенно бесплатно, и выложено это в "Ютубе" совершенно бесплатно. Вам для этого необходимо написать "шум от астмы Дуйко" и найти его, или "шум от проклятий Дуйко", найти его просто и слушать. Ну, а также принимать мои препараты Тарантел. Татьяна Ран. Здравствуйте, Андрей. Андрей, спасибо за препараты, которые мне пришли. Там была еще мазь бесплатная от ссадин и ушибов. Ее отдала сыну. Не помню, как называется. Все помогает. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Порадьте, будь ласка, позбутися аденоми простати. Дякую. Дуже зарекомендував себе препарат. Він називається Мускус. З давніх часів мускус використовують для профілактики та хвороб, зв'язаних з простатитом, с простатою, урологичными захворюваниями. Перехожу на русский язык, потому что у нас здесь люди из Казахстана. И я рекомендую использовать данный препарат по одной чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Также есть препарат, называется аденомид. Это чудо потрясающе. Вообще есть несколько препаратов, которые просто мега эффективные при заболеваниях предстательной железы. Это аденомид, это R-модулятор, это мускус. Мускус 1 чайная ложка 2 раза в день, R-модулятор 1 таблетка 2 раза в день, аденомид 1 таблетка 3 раза в день. Также очень хорошо еще дополнительно вводить ректально на ночь свечь, которая называется мускусная, ректально. Также я хочу сказать, что очень часто синдром аденомы мужчины могут ошибочно путать с синдромом геморроидального узла. Очень часто мужчины думают, что боли, которые они испытывают, связаны с предстательной железой. Какие симптомы и на что необходимо обращать внимание, когда есть проблемы предстательной железы? Это частое мочеиспускание. Это ставить необходимо на первое место. Частое мочеиспускание, отек и воспалительные процессы, которые развиваются во время эрекции, невозможно, там может быть отсутствие спермы во время оргазма и так далее. Это все может быть говорить о том, что есть вот такой простатит и так далее. Ну, боли, особенно боли тянущие, боли такие более сдвинутые к низу, мошонки, это все уже может быть геморроидальный узел. Поэтому очень рекомендую в ходе лечения предстательной железы обязательно попринимать препараты для профилактики, для лечения геморроидальных узлов. Какие есть препараты? У меня есть потрясающая мазь. Она прямо потрясающая. Если есть здесь люди, которые использовали мою мазь Nodix, обязательно напишите эффект. Но
У меня есть такие письма, и просто не готов ни фамилии называть, там, ни имена, потому что стараюсь держать это в тайне. И, ну, стараюсь не рекламировать, потому что даже компания в рекламе какой-то особой уже не нуждается из-за своей эффективности. Но есть ряд людей, которые написали очень теплые, приятные письма использования мази Nodix. Прямо очень хорошие письма. Используйте в ходе лечения аденомы или в ходе лечения предстательной железы дополнительно еще мазь Nodix, смазывая, даже если там не болит. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С наступающим Новым годом. У меня сахарный диабет второго типа. Как лечить на данный момент? Сахар почти 20. У меня есть желание вылечиться. Смогу ли? Конечно. С чего необходимо начинать лечение сахарного диабета второго типа? Вы должны знать, что сахарный диабет второго типа, как правило, связан не с глюкозой повышающейся, а с переизбытком инсулина, который накапливается подкожно. Даже небольшое количество инсулина позволяет поставить такой диагноз, как сахарный диабет второго типа. И обычно это связано с тем, что у человека происходит увеличение веса, происходит ожирение и так далее. Что необходимо делать? На первое место необходимо тотально переходить на диету, в которой будет отсутствовать алкоголь, глютен, крахмалы и максимальное ограничение глюкозы, максимальное углеводов. То есть не конфеты никакие, даже яблоки, груши, сливы, этого ничего нельзя. При этом какие препараты необходимо принимать? Я рекомендую из моих препаратов это жир, стресс, 2 таблетки 3 раза в день. Мелатонин на ночь, потому что обычно один из симптомов сахарного диабета второго типа это безумное желание покушать перед сном. Устраняется путем приема мелатонина. Ну, можно 2 таблетки перед сном или 3. Вот если принять мелатонин, а не поесть, то успокаивается организм и не хочется в дальнейшем кушать. Далее, это увеличение количества употребления жидкости на протяжении дня до 2 литров. Активное дыхание, я как-то об этом рассказывал, я говорил, там существует цикл Крепса, в котором участвует холиноцитихолин, и там происходит выведение из организма углекислого газа, происходит распад аминокислот на амины и карбоны и так далее. И вот я объяснял сам механизм, как это работает. И вот там я говорил о том, что одна из причин развития сахарного диабета второго типа – это недостаточно активное дыхание. И есть у меня такой семинар, называется лечение сахарного диабета второго типа, такой обширный, там я 2 часа или 1,5 часа рассказываю о разных причинах возникновения. Даю нестандартные, стандартные методы лечения. Вот один из них – это активное дыхание. Да, как ни странно, если человек увеличивает употребление жидкости, производит активное дыхание на протяжении дня, это цикл, в котором человек делает быстрый вдох и выдох не менее 40 раз. Сидя, стоя, не имеет значения. С раскачиванием, без раскачивания. Если он это делает 2-3 раза в день или даже 4 раза в день, то снижается вес, улучшается общее самочувствие, глюкоза снижается. Ну и переход на такую диету тоже. Ну и мои препараты. Первый препарат – это жир-стресс, 2 таблетки 3 раза в день. Гликоцитрохромин – это препарат с высоким содержанием хрома, который стимулирует работу поджелудочной железы. 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Прием каолина, 1 чайная ложка на 1,5 литра воды, взбалтывается и вот по стакану 2-3 раза в день. Питание необходимо ограничивать до 2 раз в день. Между приемом этой пищи у вас должно быть не менее 8 часов. То есть утром поели. Как убрать сахарный диабет второго типа? Один из приемов – это только 1 раз в день принимать пищу. Любое количество пищи, первое время без углеводов, без голодания. То есть 1 раз в день, допустим, там в 13:00, в 14:00, там
или в какое-либо другое время до 4 вечера вы принимаете пищу. Причем пища должна быть калорийной, ее должно быть много, насколько вам будет хотеться. И после данного приема пищи вы уже на протяжении дня не доедаете, то есть не едите ничего. Делайте так не менее 7 месяцев, снизите вес и такие проблемы, как диабет, отступят. Это один из вариантов вот такого лечения. Здравствуйте, Андрей. Андрей заразился ОРВИ или простудой, принимаю аптечные препараты, слушаю шум, но почему-то не помогает. Дело в том, что само заболевание, острое респираторное заболевание, связано обычно с появлением вируса. Вирус развивается, он поражает слизистую сначала оболочку, внедряется в легкие, попадает в кровь, появляется иммунный ответ, там, цитокины увеличиваются, лейкоциты разные увеличиваются. И у человека происходит осложнение на этом фоне. Они могут быть разные. Оно может быть там менингиальное, могут быть там изменять формулу крови, то есть влиять на общий гомеостаз и даже гомеопоэз. И это все в комплексе, оно может, человек говорит, вот приходит в аптеку и говорит, мне препарат от ОРВИ, и ему назначают препарат, допустим, противовирусный. И человек начинает его принимать, но дело в том, что в этот момент многие, наверное, врачи забывают об осложнениях, которые появляются в теле человека. Их почему-то не учитывают. Я согласен, справиться с заболеванием острая респираторно-вирусная инфекция можно в случае, если принимать противовирусные препараты, но как же лечить осложнения, которые вызываются вот такими острыми вирусными респираторными инфекциями? А их нужно лечить чем? Ведь в этом случае лечить их противовирусными препаратами бессмысленно. А вот в этом случае и необходимы. Вот смотрите, возможно, вирус вы победили, а осложнения у вас имеются. И вот такие осложнения, их необходимо лечить уже антибиотиками. И в случае, если вы начинаете болеть таким заболеванием, то вам дополнительно ко всему необходимо принимать обязательно антибиотик. Я рекомендую аугментин. Там, аугментин 1000, одна таблетка, там, если у вас вес до 70 килограмм, один раз в день. Если у вас вес больше там, 80 килограмм, то две таблетки. Одна утром, одна вечером. Если форма такая, при которой вы очень кашляете, то дополнительно к аугментину, тогда можно аугментин дозировку уменьшить, принимать, допустим, 500 микрограмм один раз утром, а во второй половине дня можно принимать левофлоксацин или амоксициллин. В случае, если у вас есть осложнения и крутит ноги, болят ноги и так далее, то можно еще к этим препаратам добавить противовоспалительный препарат, какой-либо там диклофенак или Мовалис, это разновидность, вернее аналоги данного препарата. Вот таким образом нужно лечить. А так, одними противовирусными препаратами, ну никак. Наталья Наумович, большое спасибо вам, что вы написали этот комментарий. Нодикс это просто находка, так здорово справляться с геморроем, но желательно не употреблять алкоголь, будет эффективнее. Я с вами совершенно согласен. Дело в том, что вы должны для себя просто понять в своей жизни. Напишите 3 слова. И эти 3 слова никогда в жизни соблюдайте отрицание вот этих элементов. Я считаю, что есть 3 качества человека, которые на 100% приводят его к тому, что он болеет. Первое– это использование алкоголя в своей жизни. Помните, алкоголь– это яд. Есть небольшое количество людей, которым алкоголь полезен. Кому он категорически противопоказан? Первое– избыточный вес. Второе– сахарный диабет второго типа. Третье, кстати, при первом можно. Далее псориаз, геморрой. Далее с украинского очень сложно переводить на русский, вспоминаю просто название. А, Виразкова хвороба. Язвенное заболевание желудка.
язвенное заболевание двенадцатиперстной кишки. В этих случаях ну, не нужен алкоголь. Вообще я считаю, что алкоголь для человека это не полезно, очень плохо. И в большинстве случаев как раз и приводит человека к появлению таких заболеваний, как геморроидальные узлы, геморрой, заболевание сахарный диабет второго типа, ожирение, высокий холестерин, появляется потом стеноз, там, тромбозы и так далее. Заболевание сердца, заболевание позвоночных артерий, заболевание позвонков и так далее. И в комплексе, если говорить, от чего, для чего вообще алкоголь необходим? Алкоголь является легальным седативным препаратом. Ну, фактически является препаратом, стимулирующим в момент использования выделения дофамина, гормона радости. Таким образом, человек, который выделяет во время приема гормон радости, в дальнейшем может столкнуться с его дефицитом на следующий день, что приводит к истощению нервной деятельности и развитию дополнительных невротических состояний, в том числе невроза, параноидальных каких-либо или даже синдромов там, биполярных и так далее. И это все в комплексе говорит о несостоятельности использования алкоголя, но из-за популярности в народе, конечно же, многие его используют. Опять-таки хочу сказать, если вы болеете, будь что, псориаз, геморрой, гайморит, панкреатит, вздувает, тошнит, трясется, головокружение и так далее, алкоголь не для вас. Ни в какой форме. Второе. Обжирание. Человек должен ограничивать себя в пище. Дело в том, что в тибетской книге Вардурьян Бо, которую написал Санджей Джамцо, это перевод древнего трактата Лхандхапс Бадмаева, вернее, который переводил в свое время в том числе и Бадмаев, есть очень интересные рекомендации, как бы комментарии вот самого Санджея, ламы такого тибетского. Он в свое время сказал, что если человек использует пищу, которая вмещается ему в пригоршню, то есть вот в размере его ладони на протяжении дня, то он должен потеть 1 час от того, что он съедает столько пищи. А если пища в 2 пригоршнях, то он должен потеть 2 часа. А что обозначает потеть? Но они же в горах живут. И вот он рекомендовал людям, которые съедают вот такую пищу, они должны при этом очень тяжело физически работать, для того, чтобы вспотевать. И он говорил, что если человек использует пищу, которая помещается в одну ладонь, и при этом он малоподвижный, то в дальнейшем у него появляются болезни, которые связаны, и у него это называлось хорошей жизнью, то есть болезни хорошей жизни. А мы съедаем на протяжении дня ведерко и маленькую тележку. Еще и высококалорийной, жирной, и там алкоголя и так далее. То есть для нас это один из элементов получения от жизни радости. И ну, это ну, нормальный процесс, и я такой. У нас менталитет такой, мы люди, которые там в 90-х испытывали голод где-то. Вот я как студент, там, мне не хватало финансов, я там лет 5 жил впроголодь. И там седьмой ребенок в семье, и тоже там чуть-чуть жили впроголодь. И это все вызывает сейчас такое ощущение, что вот уже есть и возможность питаться и так далее, а все равно хочется переесть или наесться. Это мужской синдром, знаете еще. И хочется чего-то дополнительно вкусного. Но здесь, к чему я это говорю? Здесь стоит помнить о том, что человеку необходима двигательная активность. Об этом писал и Бехтерев, и Лурия, и Александр. То есть кого угодно можно вспомнить, физиологов знаменитых, и Виноградов. Фактически в общих рекомендациях всегда говорится о том, что человеку, который использует пищу, необходима физическая активность. А мы используем пищи много, но у нас физической активности немного. И такая пища, организм старается максимально ограничить эту пищу, начинается там непереваривание пищи, диспептический синдром, диареи. Появляются заболевания, которые связаны с тем, что переизбыток пищи, то есть организму столько не нужно, а человек в себя загоняет. И это является такой одной из эволюционных проблем, с которыми мы сталкиваемся. И я очень рекомендую ограничивать себя все-таки в питании,
Я рекомендую делать там, в одну неделю однодневный голод. Или, допустим, там, если есть избыточный вес, двухдневный голод на воде. Не нужно как-то особенно входить, не нужно как-то особенно выходить. Человек в своей жизни естественным образом запросто переносит состояние голода. Оно для человека не травмоопасно, ни на что негативно не влияет. Есть очень много информации на эту тему, такой и познавательной, и медицинской литературы, где вот рекомендовано использовать голод как одно из, наверное, терапий при там, большом количестве заболеваний. Но здесь речь не об этом даже, а речь об объедании, то есть максимально ограничивать себя в еде. Каждый человек, который болеет, он должен себе сказать, на протяжении дня сколько времени я испытываю состояние голода. Вот смотрите, если вы скажете, что вы на протяжении дня не испытываете состояние голода или испытываете его 1-2 минуты, то это говорит о том, что вы уже болеете. И вы, скорее всего, в дальнейшем будете болеть уже ярко. То есть это у вас будет, скорее всего, там, сахарный диабет второго типа, скорее всего, будет повышаться холестерин, появятся проблемы с там, эзофагиальные или там гастро. И это в дальнейшем будет либо там высокая кислотность, либо низкая кислотность. Это может приводить к дальнейшему появлению атеросклероза, ну и развитию там заболеваний, связанных с иммунитетом и так далее. Это говорит, почему так? Дело в том, что нам физиологически, нашему телу, которое произошло от животного мира, нам физиологически необходимо испытывать состояние голода. Почему? Дело в том, что когда человек испытывает состояние голода, у него сжигается подкожный инсулин. Это является, очень стимулирует иммунитет у человека в этот момент. И вот когда человек болеет, допустим, вирусным заболеванием, кушать не хочется. Почему? Потому что когда человек голодает, то в этот момент, испытывая состояние голода, фактически снижается глюкоза, выделяется инсулин, и голод, ну, еще сильнее хочется есть. И для человека, и это стимулирует иммунитет, то есть начинает работать там, начинают выделяться иммунные клетки, иммуноглобулины, интерлейкины, ну и так далее. Таким образом, если вы нацелены на то, чтобы быть людьми, которые чувствуют себя хорошо, которые здоровы, то в случае, если у вас появляется ощущение голода, не стремитесь сразу же его притуплять чем-нибудь. Многие люди делают так. Только появляется ощущение голода, там говорят, сосет под ложечкой или еще что-то, то они начинают сразу же искать пищу, начинают ее сразу же принимать и так далее. Я хочу вам сказать, если вы стремитесь к тому, чтобы у вас снизился вес, то вы должны на протяжении дня испытывать голод от 1 часа до 4 часов. Вот если вы испытываете голод от 1 часа до 4, то вам будет... Что это вылечит? Если у вас гипертоническое заболевание сердца, в случае, если у вас сахарный диабет второго типа, есть аутоиммунные заболевания, но такие заболевания, при которых вы не худеете, а поправляетесь, это, допустим, аутоиммунный тиреоидит, гипофункция щитовидной железы, там высокий повышенный холестерин, то это все в комплексе соответствует тому, согласно тибетской медицине, что вы должны чувствовать ощущение голода и понимать, что вы не чувствуете голод и вам нужно кушать, а голод является для вас тем, что лечит ваш организм. Смотрите, диарея у вас частая, диспепсия, несварение пищи, вам показан голод на протяжении дня. Но если у вас астеническое телосложение, если у вас худоба, если у вас тремор рук, если у вас там ишемическая болезнь сердца, если у вас развивается варикоз очень активной яркой формы, то голод вам противопоказан.
Далее. Юлия Герасименко. Если уже есть два типа диабета, можно голодать. Смотрите, при первом типе диабета, как это все развивается? У человека, когда человек начинает болеть диабетом первого типа, то это обычно является либо проявлением аутоиммунного заболевания, возможно, осложнения там, после вирусного или невроза, или там еще какого-либо заболевания. Как происходит появление сахарного диабета первого типа? Человеку хочется пить. И почему ему хочется пить? Почему он употребляет много жидкости, когда развивается сахарный диабет первого типа? Есть такая особенность, когда человек... Что обозначает жир в теле человека? Жир это фактически наша эндогенная жидкость, то есть та жидкость, которая находится в нашем теле. Из 100 граммов жира, который в нашем теле находится, организм может потреблять 1 литр жидкости или воды. Именно поэтому в тот момент, когда человек там, занимается активно спортом и потеет, и не пьет при этом жидкость или не пьет при этом воду, то где берется эта жидкость? Эта жидкость берется путем распада как раз жиров, которые находятся в теле человека. Когда появляется заболевание аутоиммунное, и человеку необходимо увеличенное количество жидкости, и он не может эту жидкость получить, то происходит распад жиров. Как правило, с этого и начинается. Происходит активный распад жиров. Опять-таки хочу сказать, что это не является классической медицинской гипотезой. Это мои такие вот выводы, они гипотетические, парадоксальные, может быть, и требуют особого подтверждения или изучения и так далее. Ну, может, кому-то это интересно. Но, тем не менее, как бы такие нетрадиционные выводы, связанные с изучением, может быть, нетрадиционной литературы, такой как свод Авиценны, медицинский свод Авиценны, или там свод врачебной науки, или там какие-либо публикации, которые связаны с эндокринологией, но связаны еще и с гомеопатией. Там. И обращая на это все внимание, я могу сказать, что происходит сбой, медицина говорит о том, что происходит сбой, связанный с островками Лангерганса, которые участвуют на фоне, допустим, повышающегося гастрина, которые связаны с тем, что они должны выделять инсулин, они перестают действовать, и происходит увеличение глюкозы и так далее. На самом деле, по моему мнению, происходит прежде всего распад жировой ткани. То есть я очень часто наблюдаю, как при сахарном диабете первого типа люди начинают очень активно худеть. То есть происходит распад жировой ткани. Ну, если человек начинает очень активно худеть, то тогда что необходимо этому человеку? Необходимые жиры или жирные кислоты, это омега-3, и есть уже на сегодняшний день исследования, есть даже патенты такие, которые имеют лечебные протоколы с использованием дополнительно приема жирных кислот с увеличением их использования, там, как в рацион питания, с добавлением их в рацион питания, при лечении, в том числе и сахарного диабета первого типа, с очень хорошими показателями. То есть это использование омега-кислот там, 3, 6 и 9 там, в большом количестве. Ну, я, к сожалению, не готов к этой информации сейчас. Я просто говорю, что такая информация существует. И вот такие жиры при сахарном диабете первого типа, они за счет того, что иммунитет каким-то образом требует, чтобы эти жиры были использованы, то организм начинает очень активно эти жиры использовать. Поэтому увеличение приема жиров при сахарном диабете первого типа обосновано. Второе. А при сахарном диабете второго типа происходит накопление инсулина подкожно и в жировой клетчатке. И в дальнейшем этот инсулин приводит к ожирению, и в дальнейшем это может привести к формированию сахарного диабета второго типа. Когда количество инсулина превышает там, все возможные нормы, то может происходить гликогирование гемоглобина, что влияет, в общем-то, на изменение вообще гомеостаза,
влияет на увеличение, допустим, объемов печени, заболевания печени могут происходить, заболевания почек, увеличивается холестерин, происходит заболевание сосудов, развивается атеросклероз, артериосклероз, ну и такие вот заболевания, связанные с сосудами. И если при сахарном диабете первого типа необходимо увеличить прием жиров и уменьшить употребление жидкости, то при сахарном диабете второго типа необходимо увеличить прием жидкости и уменьшить употребление жиров. Еще раз. При сахарном диабете первого типа необходимо уменьшить количество приема жидкости и увеличить использование жиров. При сахарном диабете второго типа необходимо уменьшить употребление жиров и увеличить количество приема жидкости. Так, если вы очень худенькая женщина и будете дополнительно принимать жидкость, вы еще более похудеете. Также это может привести к уменьшению мышечной ткани, потому что увеличенное использование жидкости обычно стимулирует работу коры надпочечников. Поэтому в случае, если и может стимулировать еще дополнительную выработку кортизола, который превратится в гидрокортизон, ну и так далее. То есть я могу сказать, что это небезопасно для людей, которые очень худые. То есть если женщина очень худая и начнет принимать дополнительно большое количество жидкости, как обычно советуют, то это может привести даже в дальнейшем к снижению иммунитета, к появлению уменьшения мышечной ткани, потому что выделение кортизола обычно может влиять на уменьшение общего тонуса и мышц и сгоранию, ну не сгоранию, наверное, а к уменьшению мышечной ткани. И, а вот в случае, если у вас, допустим, как у меня, избыточный вес, есть жировые отложения прекрасные в теле, то нам нужно пить водичку и испытывать на протяжении дня состояние голода. Итак, женщина задала вопрос. Она сказала: если у меня сахарный диабет первого типа, то она подразумевает, что она принимает инсулин. То есть она принимает инсулин и, наверное, короткий, и длинный в виде препаратов. Но и в этом случае необходимо посмотреть, есть ли у вас избыточный вес. И в случае, если у вас есть избыточный вес, то вам необходимо бороться прежде всего с избыточным весом. Каким образом? Увеличивать количество приема жидкости, а во второй половине дня увеличивать количество приема омега-3 препарата. Кстати, в нашей компании есть препарат омега-3. Для его более эффективного влияния рекомендую его использовать с препаратом коэнзим Q10, о котором я рассказывал несколько недель назад. Внучке 10 лет, и она не хочет есть мясо. Подскажите, пожалуйста, что не так с ней? Есть синдромы, которые... Синдром такой, когда аминокислота аргинин не усваивается, и в этот момент использование белков животного происхождения может приводить к тому, что появляется в крови увеличение аммиака, что в дальнейшем может послужить или привести к появлению умственной отсталости, судорожных проявлений, ну и так далее. Именно поэтому есть ряд детей, у которых так проявляется данная дисфункция. Что необходимо делать? В моей компании есть препарат, он называется L-орнитин. L-орнитин. Называется он Гепакс. Если ребенок отказывается от мяса, давайте ему препарат Гепакс. Четверть чайной ложки на стакан воды 2 раза в день. А еще, это может происходить на фоне истощения нервной системы. Фактически это так организм реагирует на невроз. У ребенка невротическое состояние или невроз может быть, ну, там от компьютерных игр, тиктока, от чего угодно. И вы должны знать, что детям, которые живут в наше время, есть смысл увеличить употребление магния, то есть любые препараты магния. В моей компании это Magnum Cit 300, я вот очень рекомендую использовать или давать детям.
Единственное, что данный препарат лучше всего использовать на протяжении дня. Его не нужно давать на ночь, потому что если магний использовать на ночь, то это может привести к уменьшению кислотности желудочно-кишечного тракта, к появлению гастроэзофагиального рефлюкса в ночное время, ну и изменит качество сна, ребенок может быть не отдохнувший и так далее. Это можно принимать данный препарат, одна чайная ложка на стакан воды, допустим, с 15 часов и до 18 или 19 часов вечера, не позже. Ну, конечно же, ответить на все вопросы у меня не получится. Уже прошел у нас час 15, поэтому вы можете сегодня все ваши вопросы написать в моем чате. Я его вижу, и я вечером сегодня сяду, и вот Татьяна Чирочкина, можно восстановить зрение, напишу препараты, там Инстамакс, Эмбрио принимать, напишу, все напишу. Поэтому под каждым вашим вопросом, который вы задали мне в чате, в вебинарной комнате, вебинар на тему здоровья с Тибетом Формула, написали вопросы, и я постараюсь на все ваши вопросы, которые вы здесь написали, ответить. Договорились? А те, кто находится сейчас в YouTube, переходите на мой сайт, который называется «Тибетская формула». Можете набрать прямо сейчас в Гугле, сейчас я посмотрю, «Тибетская формула», Тибетская формула. И здесь будет два магазина. Один называется интернет-магазин «Тибетская формула», aduiko.com, вам он не нужен, но это тоже мой магазин. И под ним tibetan-formula.com, нажимайте на него и переходите на портал тибетской формулы, интернет-магазин «Тибетская формула», где представлены все продукты. Здесь нажимаете на кнопку «Вебинары» и в вебинарной комнате пишите те вопросы, на которые не успел сегодня ответить в данном вебинаре во время ответа на эти вопросы. И постараюсь прямо сегодня, где-то через час, ответить максимально на все ваши вопросы. Поэтому можете сегодня их написать, и я постараюсь на все отвечать. Также в случае, если вы не хотите задавать вопросы, можете нажать в левом углу на кнопку «Позвонить» и написать здесь, связаться с оператором. Наши операторы высококвалифицированные врачи и могут вам помочь подобрать и правильный препарат, и написать правильную рекомендацию, и, в общем-то, помочь вам с вашим здоровьем. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Я желаю всем здоровья, не объедайтесь, больше гуляйте, голодайте. Не позволяйте заболеваниям, связанным с хорошей жизнью, проникать в вашу жизнь. Какие очень полезные продукты питания есть, которые прямо необходимо есть зимой? Это кислые продукты. Это прежде всего, допустим, может быть там кислые огурцы, кислые квашеные помидоры, квашеные огурцы, квашеная капуста. Это очень-очень хорошие для зимы продукты. Они стимулируют иммунитет, помогают выработать иммунный комплемент и помогают человеку бороться и с вирусными заболеваниями, и улучшают общий иммунный ответ в вашем организме. Поэтому также такие продукты квашения, они еще ко всему являются антиоксидантами, имеют яркое выраженное антиоксидантное действие. Поэтому все долгожители очень любят там огурец квашеный, да капусту квашеную, да там квашеный помидор какой-то. Обязательно пусть это будет в вашем рационе питания, не забывайте об этом. Сейчас, когда будут праздники, обязательно дополнительно ешьте, потому что это все помогает нашему пищеварению работать правильно, улучшает общее наше состояние и не дает нам возможности себя ухудшить наше общее состояние. Несколько советов для Нового года. Первое. Обязательно гуляйте чуть-чуть. Второе. Не забывайте о том, что существуют гигиенические предпосылки. Какие? Помытые руки,
это обязательно обработанные руки. То есть человек более всего заражается инфекциями, когда он руками прикасается к своим слизистым оболочкам. Воздушно-капельным, да, бывает, но редко. Гораздо чаще это происходит через контакт, который происходит между руками и вашими слизистыми оболочками. Поэтому старайтесь максимально руки держать в чистоте, не забывайте о каких-то простых способах санации. Далее обязательно не забывайте о влажных уборках, не забывайте, что если есть человек больной, то этот человек больной не должен контактить с людьми, не объедайтесь на Новый год. Если вы сильно пьете, много алкоголя пьете на Новый год, то обязательно рядом с очень хороший препарат называется бетулиновая кислота. Если вы выпили много алкоголя, выпейте 1-2 таблетки бетулиновой кислоты, она имеет возможность купировать резистентный ответ, то есть в случае, если будет отравление, то за счет бетулиновой кислоты такого отравления не произойдет, очень рекомендую. Пейте побольше воды, ешьте поменьше углеводов, старайтесь на улице, когда находитесь, смотреть под ноги, чтобы не падать. Ну и тем людям, которые находятся на территории України, бажаю всім новорічних свят, бажаю всім вже сил та гарних свят, які зараз проходять, і бажаю всім здоров'я, щастя. Ну і щоб скоріше закінчилася ця фигня. Еще раз до свидания.